М, Красота! Друзья, всем привет! С вами Станислав Лебецкий, это канал о ремонте и отделке. Продолжается отделка санузла. Казалось бы, можно приступать к укладке плитки, но нет. Я приступаю к частичному исправлению ошибок, допущенных сантехником, если его так можно назвать, при прокладке канализационных труб еще на начальных этапах строительства данного дома. Ошибки будут как не критичные, в принципе это просчеты, которые иногда встречаются и легко исправляются. Ну а также будет одно, но очень грубое нарушение, которое я встретил впервые, при этом работая в сфере строительно-отделочных работ около 6 лет. Поэтому и вам советую посмотреть. Приятного вам просмотра! И первая ошибка – это высота вывода слива для ванны, которая составляет около 7,5 см. И это еще без установки уголка. А для обеспечения быстрого слива воды из ванны важно соблюдать два условия. Первое условие – это центр гофры, который соединяется с системой слива, должен быть выше центра гофры, который соединяется с системой канализации. И второе условие – это расстояние между системой слива ванны и системой канализации должно быть максимально короткое и прямое, особенно если используется гофра. И также не забываем про уклон. Ну а чтобы исправить данную ошибку, необходимо освободить трубу. Вокруг трубы демонтировать стяжку, а под стяжкой бетонную плиту. Берем в руки перфоратор и погнали! Если что, это соединительная муфта. Критично это или не критично, по сравнению с тем, что вы увидите далее, это еще цветочки. Вслух, конечно, этих плохих слов не произнесу, ну а кому интересно, просто прочитайте по губам. И третья ошибка. Все, что мы делаем, все, что скрывается за стяжкой, за штукатуркой, как минимум, сфотографируйте. Ведь это же так просто. А на самом деле иногда это даже выручает. На данном объекте у меня не было ни фотографий, ни чертежей, я даже и не имею представления, где располагается теплый пол, горячее, холодное водоснабжение. И я был в пару миллиметрах от вот таких вот проблем. Также есть распространенная ошибка, хоть она и не касается сантехники, это установка маяков для стяжки на гипсовую штукатурку. Если что, гипсовая штукатурка не дружит с цементом. Если мы заливаем цементно-песчаную стяжку, то маяки устанавливаем на раствор. Точно так же, если оштукатуривание производим цементно-песчаным раствором, то и маяки фиксируем на раствор. Если мы оштукатуриваем гипсом, то маяки устанавливаем на гипс. Продолжаем дальше. Ну а чтобы меньше грязи попадало в трубу при демонтажных работах, ее желательно чем-нибудь заткнуть. В данном случае пригодились шторы. Красота! Фокус видели? Этот уголок расположен именно так под землей. А это то, что я достал. И что-то мне подсказывает, что сборка производилась наоборот. Против течения. То есть это и дальше вот так собиралось. Но мысли из детского сада, я не знаю, об этом знает даже школьник, что собирать нужно все по течению. То есть вода стекает и пошла. Даже если здесь резинки не будет, то она не вытечет за пределы трубы.
Я неделю засыпал с такой мыслью, как вообще так можно было собрать. На самом деле я увидел вот это. Это выход из дома. И в принципе мне дальше стало все понятно, как, что, где и зачем находится под землей. И мои мысли покинули чат. Ну и также демонтировал стяжку вокруг стояка, который предназначен для установки унитаза. Но хотя он расположен именно так, что он не подходит ни для установки унитаза, ни для установки инсталляции. Хотя изначально, когда я прибыл на объект, то почему-то у меня были первые мысли, что отличная ниша, можно установить инсталляцию, а сверху инсталляции установить скрытый нажимной люк и сделать разводку холодной воды и установить фильтра. Я думаю, многие заметили, что в нижнем правом углу находится ввод холодной воды. Но нет, благодаря заказчику и его просчетам по количеству плиток, будем собирать маленький короб, устанавливать унитаз и за унитазом собирать скрытый люк на неодимовых магнитах. А выводить стояк до унитаза за пределы короба я буду с помощью двух уголков. И шестая ошибка – это выбор канализационных труб при прокладке канализации как в частном доме, так и в квартире. Зачастую в квартире применяется всегда серая труба. Почему? Эти трубы прокладываются либо в штробах, либо крепятся по стене, либо это стейки, которые в дальнейшем зашиваются коробом из гипсокартона и в большинстве случаев облицовываются плиткой, и на них не воздействует никакого давления. Ну а если мы говорим о прокладке канализационных труб в частном доме, то такую трубу использовать крайне не рекомендуется, так как серая труба по сравнению с оранжевой намного мягче. В основном канализационные трубы в частном доме закладываются еще до заливки чернового пола. Как правило, канализационная труба находится в песчаной подушке как и сверху, так и снизу, кстати, которая отсутствует на данном объекте. Дальше делается насыпь либо из песка, либо грунт и заливается черновой пол. И в дальнейшем на трубу сверху оказывается давление. Труба становится уже не круглая, а более овальная. Если имеются длинные участки и труба сжимается где-то посередине, то это образование будущих засоров. А если труба еще более дешевая, то есть риск, что появится трещина и образуются подтеки. И как правило, такая канализация через время дает о себе знать. И хорошо, когда можно поучиться на чужих ошибках, исправляя такую же канализационную систему в частном доме с готовым ремонтом, но канализационная система собрана правильно, но качество трубы было отвратительное. И скажу так, это удовольствие не из самых дешевых. И поэтому в каждом случае при прокладке канализационной системы в частном доме я всегда рекомендую использовать только оранжевую трубу, потому что она намного жестче, качественнее и предназначена только для этих целей. А также будет большой ошибкой, если в данном частном доме канализационная система еще не доделана и будет прокладываться еще от дома до ямы, да еще если серой трубой, то на самом деле будет очень весело. Экономьте правильно и с умом. Ну а дальше я замеряю расстояние и отрезаю трубу нужной длины. Просто я бумагу дома забыл. Отрезать лишнюю трубу можно с помощью болгарки и тонкого диска по металлу. Также не забываем про фаску, которую можно и нужно сделать болгаркой. Важным этапом главное не забыть вставить резинку и нанести силиконовую смазку для монтажа канализационных труб. Наносить силиконовую смазку для канализационных труб можно как при помощи пальца, как нравится больше мне, при помощи кисточки.
и руки ваши остаются чистыми. Обязательно нужно проверить, не завернулась ли резинка. Вставляем трубу на свое место, проверяем и одеваем заглушку. Далее методом научного тыка выставляем уголки по правилу и замеряем расстояние, чтобы отрезать трубу нужной длины. Ну а перед тем, как залить пустоту бетоном вокруг труб, необходимо демонтировать маяки, а позже еще и выполнить ремонт трещин. Кстати, такие трещины по всему дому. Маяки я убрал, а штробы загрунтовал. Теперь большую часть пустот необходимо засыпать песком, при этом периодически проливать водой и немного притрамбовывать. Дальше замешиваем цементно-песчаный раствор с добавлением плиточного клея. Далее заполняем пустоту раствором, при этом немного притрамбовывая, чтобы заполнить все пустоты. Ну а для большей уверенности заложил кусочки арматуры, которые опираются на плиту под стяжкой. Сразу раствора не выравнивал с плоскостью стяжки, а оставил небольшой запас для подрезки, так как раствор при застывании дает небольшую усадку, а так когда раствор застынет, даст небольшую усадку, можно подрезать лишнее и сравнять с плоскостью стяжки в один уровень.
Ну а пока застывает раствор, вкратце отвечу на ваш будущий вопрос. Почему же я полностью не переделал корреляционную систему? Если вы смотрели ролик внимательно, то изначально я сказал, что я буду переделать только частично. Объясню почему. Есть я и есть готовое переделанное решение. А между мной и решением стоит заказчик, который предпринимает меры. Либо согласиться с полной переделкой, либо отказаться от нее. Мое дело предупредить заказчика и рассказать о последствиях. Заказчика дело согласиться, мое дело сделать. Решение заказчика было таково. Просто подкорректировать стояки как для ванны, так и для унитаза. Прошу отнестись к этому с пониманием. Когда раствор застыл, можно подрезать. Главное не прозевать этот момент. Ролик подошел к концу. Если понравилось, то обязательно ставьте лайки и обязательно пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу, что может произойти в дальнейшем с этой корреляционной системой. Если что, я уже догадываюсь. Жду вашего ответа. Желаем хорошего настроения, не попадать на такие переделки и ошибки. Скоро увидимся.